Всем добрый день. Я еще пока не убрала алтарь после вчерашних работ, но я еще буду показывать ритуалы вам сегодня, поэтому оставляю алтарь и говорю с вами об очень такой интересной теме. Я назвала эту тему «Бей слабого». Может быть, он вызовет сразу какое-то отрицательное что-то, отрицательные эмоции в сторону моей темы, но я говорю не о том, что нужно бить того, кто физически слаб, кому тяжело, кто беден, у кого нет денег и прочее. Я абсолютно не об этой слабости веду речь. Я говорю о моральной, духовной слабости человека. Пусть иди там кушай уже. Итак, дорогие друзья, давайте я вам пример такой приведу. В вашей жизни были ситуации, когда вы жалели человека, больного человека, немощного человека, человека, которого обманывал кто-то. Человек, например, вашу подругу, которая была избита своим мужем, которая приходила, жаловалась, плакала. И вы пытались ее утешить, помочь, ходили с ним, разговаривали, объясняли и так далее и тому подобное. Проходило некоторое время, и вы узнаете, что и ваша подруга, и ее муж на вас всякие сплетни распускают, что они про вас говорят очень нелицеприятные вещи и прочее. Но вы помогали ей, вы объясняли ей, как нужно себя вести, вы говорили, что это не жизнь, или нужно бросать этого человека, или жить с ним нормально и так далее. И она с вами соглашалась, но проходит время, она начинает вас ненавидеть за это, она начинает к вам относиться пренебрежительно и так далее. Я сейчас, прежде чем объяснить вам это все, приведу такой маленький пример. Был такой американский фильм, жаль, не помню, как называется, нашла бы, еще раз посмотрела, отличный фильм. Суть в том, что один человек начинает убивать людей, и его арестовывают, сажают, считают его психически больным, приходит к нему врач, и он начинает рассказывать о том, что месяц назад он спас человека, который чуть не попал в аварию. То есть он упал посреди дороги, тот быстро прошел, схватил его, перевел на ту сторону и спас его. И пройдя некоторое время, он видит по телевизору, что некий водитель, съехал с дороги и убил 7 людей, и в том числе и дети. И когда показывают лицо водителя, он видит того человека, которого он спас, перейдя дорогу. И вот по этой логике он говорит, любой, кто попадал в какие-то ситуации, какие-то моменты, трудности, он понял, что этого человека судьба хочет убрать, и его он убивал. Конечно, его логика была уже нездоровая, но в чем состоит вообще смысл всего этого? В том, что тот человек должен был тот день умереть, чтобы те 7 невинных жизней остались на земле. Человек влез, спас его, и тем самым нарушил намерение судьбы. Конечно, я не призываю не спасать людей, не помогать людям, которые попали в беду, упали посреди дороги. Я говорю совсем об ином, и фильм говорит об ином. Фильм говорит о том, что если человек получил от судьбы испытание, он должен это пройти. И это ему нужно. И мы не должны лезть и спасать, и помогать, и советовать, и то, и это. Почему? Потому что не просто это не ценится, а нас за это будут ненавидеть. Нас будут за это преследовать, уничтожать, желать нам смерти, моральной, материальной, падения и всего, что хочешь. Никогда не пытайтесь поднять слабого до уровня вершины. Когда вы слабому внушаете, что он может, он сделает, кто бы он ни был вам, хоть родной человек, хоть друг, хоть просто встречный собеседник, хоть тот, который у вас на форуме. Если вы пытаетесь слабого человека поднять до вершины, до уровня своего сильного, он понимает прекрасно, что он до этого уровня не дотянет, и он вас за это ненавидит. Он ненавидит вас за то, что вы лезете в его сферу, пытаясь из него сделать нечто такое, кем он никогда не сможет быть. Он боится этой вершины, он боится этого величия, он не готов, он не может нести ответственность за это все. Потому что вершина – это ответственность, вершина – это сила, вершина – это сражение постоянно за эту вершину, за то место, где ты находишься.
Помните, как сказала моя любимая Хюррем Султан? Подняться до трона все могут, вот удержаться там нужно. И вот примерно так. И когда слабый человек понимает, что он до этой вершины не дотянет, он начинает тебя ненавидеть. Он начинает винить тебя во всех своих трудностях, бедствиях, что ты влезла, встретилась на ее пути, что ты влезла в ее судьбу, что она нормально себя чувствовала, что она в тебе не нуждалась, что это ты ей завидуешь, что это ты хочешь стать как она, а не наоборот. И что ты из себя представляешь, и кто ты такая? Никогда слабый человек тебе не простит то, что ты выше. Он всегда рядом с тобой будет чувствовать себя второстепенным, он будет чувствовать себя плебеем, он будет чувствовать себя низкосортным, второго сорта человеком. И он это вам не простит. Пытаясь поднять до вершины своей слабого человека, вы наживете врага, запомните это. Когда вы помогаете человеку больному, жалея его, желая ему помочь, спасти, вытянуть, объяснить, посоветовать, но он не того уровня, у него не ментальный, не душевный уровень, не дотягивает туда. Сколько хочешь туда тяни, понимаете, сколько хочешь тяни корову за рога, но благородным оленем корова не станет никогда, это невозможно, останется коровой. Вот сколько не пытаешься ты из слабого, трусливого, ничтожного человека делать сильного, твои все эти старания сравняются к нулю. Однако этот слабый человек повернется к тебе лицом, но не тем лицом, которое бы ты бы хотела видеть, а рылом. Будет ненавидеть тебя за то, что ты пытаешься сделать из него нечто. А значит, ты ему даешь понять, ты слаб, ты пока не в том уровне, тебе нужно подняться, правильно? Ты же, поднимая человека, показывает, что он еще пока внизу, а он не хочет этого осознать. Для него вершина – это там. Слабый человек мстит тому, кто его спасал, кто ему помогал. Знаете почему? Не просто спасал, помогал, а не делал, как я хочу. Да, он помог мне, но не так, как мне надо было. Не столькими деньгами. Я как-то говорила вам, что на свадьбе богатый человек положил ключи на стол и сказал, что жениху дарит Волгу. Вы знаете, вместо благодарности, конечно, они ему не показали, а потом начались слухи. Вместо благодарности про этого человека сказали, ничего себе, он разъезжает на джипах за сколько там, 10 миллионов, а нам какую-то Волгу подарил. То есть они и это приняли за оскорбление. Потом начались слухи о дочери этого человека, что она гулящая, что дело закончилось очень страшным мордобоем, там просто-напросто чуть не пролилась кровь. За что? За доброе дело. Человек подарил машину малоимущей семье. И они сказали, нас унижает он. У него есть джипы, а он нам Волгу дает. То есть он считает, что нам Волги достаточно, вы же не очень богатый. Понимаете? Вот психология человека, который слаб. Морально слаб. Вспомните Цезаря, что он сказал, последнее его слово. И ты, Брут. А ведь он Брута поднял до уровня Брута, он хотел после себя наместником своим сделать. Он хотел оставить завещание на Брута, как на приемного сына, так как у него не было детей. Но что сделал Брут? Как он поблагодарил? Помните, дорогие друзья, если сильный человек поднимает слабого на вершину, первым, что слабый делает, поднимаясь на вершине, это мстит этому сильному, потому что его присутствие в его жизни, то, что он вообще существует физически в этом мире, напоминает ему все время о том, что он когда-то был никто, и потом поднялся. И он первым делом будет уничтожать всех тех, которые ему помогли подняться. Вспомните Сталина. Всех своих соратников он убрал. Почему? Потому что они напоминали ему о том прошлом, когда он был обычным бандюганом, собирающим налоги, полуобразованным, бродягой. И он не хотел все время думать о том, что мало того, что слухи пойдут об этом, просто напоминание о том, что он когда-то был ноль, а сейчас он генсек. Понимаете? СССР. Он ого-го кто? Генералиссимус Сталин. И он уничтожил, практически никого не осталось, все следы смел. Он всю семью своей первой жены Екатерины Сванидзе практически арестовал, сослал, все на свете. Это как великим чудом спаслись. Тот же самый Николай Сванидзе из вот этой же семьи, скажем так. То есть слабого
никчемным, если поднять до своего уровня, он обязательно тебя уничтожит. Чтобы ты нигде не упомянула о том, что это я помогла вообще-то. Это я сделала, это я научила, это я объяснила. Нет, этого делать не надо. Далее. Жизнь нас испытывает, судьба делает нас сильнее. Только тогда, когда мы умираем и воскрешаем, мы можем считаться личностями. Трансформация называется. Дайте человеку каждому умереть и воскреснуть. Если он умер, морально, имею в виду, естественно, и не воскрес, значит, туда ему дорога. Если в семье пьющие родители издеваться над детьми, один ребенок может вырастить отличным человеком, второй ребенок может вырастить бандитом. Это зависит от человека. Если умерли морально и выросли, значит, они имеют силу. Значит, судьба им дает определенный шанс дальше продвигаться. Сильный человек не должен никогда оправдываться, не должен никогда ничего объяснять. Поверьте мне, сколько бы вы ни объяснили, не оправдались, найдутся новые темы, где вас будут призывать снова оправдаться, снова сказать, снова высказать, снова поклясться и так далее, и так далее. Нельзя никогда терпеть слабых людей рядом с собой. Ни под каким предлогом. Не помогайте таким людям. Не притягивайте им руку помощи. Они эту руку укусят. Вы станете их врагами. Чем больше вы слабым будете помогать и спасать, тем больше ненависти к вам будет в этой жизни. У каждого из вас был такой пример. И не раз еще будет. Запомните, слабые люди не прощают сильному его силу. Даже не прощают то, что он им помог подняться. Они его будут по-любому ненавидеть и обвинять во всех бедствиях. Не имеет значения, помог ты этому человеку или нет. Дайте ему самому умереть и воскреснуть, трансформироваться и стать человеком. Судьба сама решает, кому как жить, кого как испытывать. Не лезьте в намерение судьбы, потому что судьба вас накажет тем, что распустит этого человека на тебя и покажет. Вот теперь посмотри, как твоя доброта будет оборачиваться, если ты не даешь мне этого человека сделать более сильным, естественным отбором. Знаете это выражение? Естественный отбор. Слабый уходит, сильный остается. Так дайте слабым уйти, и сильным дайте остаться. Не поднимайте слабого до своего уровня. Они никогда туда не дотянутся. Но они будут вас ненавидеть за ваш уровень. Всегда. И обвинять во всем вас. Потому что вы сильны. А кто силен, кто лучше, он является мишенью. Всем удачи!